Каспар, очень рад тебя здесь видеть. Такой интересный человек не так часто заходит к нам на подкаст. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Барселоне? Это всегда мой первый вопрос. Как такая персона, выдающаяся в прямом смысле слова, как ты, оказался в Барселоне и почему? Спасибо, что пригласили. Ну, как бы сказать, Барселона для меня уже... Я люблю ее не как город, а как персону, как личность. Кстати, да, одна из песен, может быть, это будет первый сингл, который запущу здесь, в Испании, в Барселоне, из ожидаемого альбома. Называется «Я бросил свою девушку из-за Барселоны». Это правдивая история, потому что мне пришлось выбирать. Таких историй у нас еще не было, так? Да, это у меня с Барселоной очень серьезная такая эмоциональная связь. Было так, что я иногда лечу в Ригу по делам. Я в театре тоже перед ковидом я 7 сезонов каждый месяц летал в Ригу играть в спектакле. И было, когда через некоторое время, когда ты задерживаешься за границей, что ты видишь в иллюминаторе Барселону, и ты хочешь плакать. Так что, история вся... Я всегда знал, что, с ранних лет, что я хочу жить в Испании, и... В 93-м году мы уже с 4 друзьями приготовились ехать. Они уехали, и я остался в Риге из-за девушки. Все тупые и хорошие вещи, которые я в жизни делал, это именно из-за женщин. Привет, друзья! Сегодня у нас на подкасте очень колоритный гость Каспар Биндеман, мультидисциплинарный артист. А что это, узнаете, когда послушаете и посмотрите подкаст. А наш партнер — кафе Street Fries Kitchen. И я так... все это продолжалось. У меня карьера в Латвии очень приличная, все в порядке. И в 2004 году люди, какие-то парни, с которыми я иногда встречался в клубе, где я диджеил, предложили: давай на машине поедем там в Турцию. Я думал, давай, почему нет? А компания была такая. Я один творческий, и прокурор, адвокат, и полицейский. Хорошая компания. Не страшно с такой ехать, так? И я им предложил, а может быть не в Турцию, давай поедем в Испанию. Поедем в турне по Европе на машине. И так мы переехали, мы доехали до Португалии, и всю Испанию, всю Европу проехали. И последний день в Испании они меня выпустили на плац Испании, и сам, как всегда, поехали в пляж. Так. И я там гулял вокруг да около плаца Испания и думал, что я в самом офигенном барселонском центре. И думал, да, вот это есть. Потому что перед этим я уже подал документы в мадридскую киношколу на режиссера. А мы поехали в Мадрид, там мне не понравилось, там слишком... все официально, все такое... Столично. И море там нет. Море для меня очень важно. И тогда я именно решил, что Барселона
Это и есть тот город. И скоро после этого, ну не скоро, прошли 2 года, потому что у меня в Риге был такой образ жизни, что я все время был в центре событий. Мне надо было вообще... Мне не нужен был менеджер, потому что все приходило само. И в конце концов я подал документы в Барселонскую киношколу, чтобы принудить себя выскочить из этой... Как это... Вертушка для хомяка. Из колеса. Колесо хомяка. Ну вот, и переехал, и так все началось. Не было легко. Были всякие моменты, очень драматичные, но в основном я не хочу вообще, я не думаю даже вообще о переселении куда-нибудь. Даже когда мы с театром, у нас были репетиции для Темпорада Алта и театра Люра в Жироне, потому что Темпорада Алта это происходит в Жироне, этот фестиваль, и там были и премьеры. Мы целый месяц жили в Жироне, и там гостиница, 5 звезд и все такое, сервис, но все равно через неделю-две у меня началась тоска по Барселоне. Это ведь рядом, да? Но все равно. Ну вот, так. Давай мы хотя бы вот сейчас зрителей и слушателей введем в контекст. Ты музыкант. Причем не просто музыкант, мультиинструменталист. Сколько музыкальных инструментов тебе подвластно? Или ты уже не считаешь, потому что техника везде одинаковая, и тебе главное понять общий принцип? Ну, в принципе, так. Я закончил музыкальную школу как перкуссионист, но свою карьеру я сделал именно как гитарист и певец. И я играю на клавишах. Сколько перкуссий я играю, я не знаю, но... Ну, там, понятно, один главный ритм держать и смысл понимать. Это, ну, все не так просто. Если, там, потому что каждый перкуссионный инструмент, у него есть своя характеристика, своя техника, как правильно их играть. Но ладно. Перкуссионист — это всегда такой второстепенный человек на сцене, то есть ты вряд ли солируешь на перкуссии, поэтому ты освоил гитару и клавиши. У меня в группе есть 2 перкуссиониста, я только подключаюсь на некоторые моменты, чтобы добавить какую-то... В записях, да, я много записываю в своих песнях. Самостоятельно? Сам, да. Итак, клавиши, гитара, перкуссия. Вокал. Вокал. А еще играешь... Обычно мультиинструменталист — это тот, который там вообще почти на всем играет. В моем понимании, по крайней мере. Ну что, ты хочешь скрипка и саксофон? Нет? Нет, барабаны, перкуссии, клавиши, бас, гитара, вокал — это достаточно. Это достаточно. Я поэтому, то есть, по большому счету, ты оркестр самостоятельно для записи. Да, для меня хватает. Вот, отлично. Итак, музыкант, диджей. Это все, я не считаю, что диджеи музыканты, потому что это больше, они как рекомбинаторы такие, то есть из разных вещей сложить новое, что-то такое. Я не согласен, потому что есть 2 типа диджеев. Одни, эти котлетчики, которые просто кладут одну песню после другой, и там ничего... Нет, это уж совсем, да. Да, но я играю и много... топовых диджеев, конечно, и не фаворитов, которые приходят с флешкой. Да. А потом делают как будто что-то крутят. Для меня самый фаворит — это Ричи Хоутин. И оказалось, что у него сетап даже такой, как у меня, который создает уже трек вживую. Ты берешь, может быть, какую-то... Например, ты берешь 3 трека, и из этих 3 треков делаешь уже новые сочинения. И при этом ты можешь играть
там использовать драм-машины, синтезаторы, секвенсоры. Это не обязательно, что ты должен только играть вот песню кого-нибудь другого. Ты можешь сделать вживую ремикс, например. Но это все равно использование уже я считаю, известного что материала какого-то. DJ это абсолютно это музыкант. Просто зависит от того, что ты делаешь. Ты можешь играть на гитаре и тоже быть не музыкантом. Это я. Играть на гитаре, не будучи музыкантом. Хорошо, ты играешь в театре. Да. И режиссер еще к тому же. Да. Но я очень много занимаюсь с видео. Я снял количество музыкальных видеоклипов, реклам. Я даже у меня пропал счет, сколько я реклам сделал в кино, да. То есть у тебя... Графический дизайн, продюсерство. Я сейчас перевожу одну книгу, которая выйдет летом с испанского на латышский. И копирайтинг тоже, креативный директор. Ну, да, у меня есть что делать. Ты просто всеобщий творческий человек. Ну да, потому что я родился в семье интеллектуалов и художников. И я научился писать с маслом перед тем, как я научился... Писать ручкой, писать, да. И вся эта информация, это все уже было у меня... В семье, в ДНК? В воспитании. Да, можно так сказать. С молоком матери, да. Я хотел выразиться поэтичнее, но да. Ну, ты не поэт, а музыкант. У меня странно, есть с русским языком, иногда пропадают какие-то слова. У меня тоже все нормально. Это возраст. Не, ну слушай, то, что я с латышом в Испании разговариваю на русском, уже, мне кажется, большой плюс. Пусть пропадает, вместе найдем слова. Ну да. И для меня творчество — это как дышать воздухом. Это не просто какая-то работа, это не хобби, это увлечение. Без этого я не могу жить. К тому, я не могу себя ограничить только в одной сфере. Мне важно, чтобы я взял от всего. Потому что у меня идеи, они генерируются просто таким количеством, я не успею их записывать. Я не пью алкоголь, не делаю наркотик, поэтому мозг работает на все 100%. Тебе не надо его стимулировать, да? Да. И наоборот, можно даже иногда хочется немножко его угомонить, отдохнуть. Ну вот, и поэтому, отвечая на твой вопрос, творчество для меня жизнь, и я не могу иначе. Не надо, все. Смотри, такой момент. Мне всегда интересно разговаривать с людьми, у которых разнонаправленное творчество. То есть понятно, что когда ты музыкант, ты музыкант. Ты там можешь оттачивать свою технику и быть внутри вот своего направления. А есть люди, которые чуть-чуть рисуют, чуть-чуть играют, чуть-чуть пишут. Про чуть-чуть имеется в виду, что часть, да, из этого делают. Как вымерить это чуть-чуть? Сколько имеется в виду, что они не останавливаются в чем-то одном. Им нравится и вот это делать, а тут же они отложили кисти и начали играть. Мой вопрос вот про что. Когда я с такими людьми разговариваю, мне интересно то, чем они вдохновляются. Например, у меня знакомый музыкант, он говорит, я практически все свое вдохновение, какие-то новые идеи черпаю из изобразительного искусства. Я говорю, как так? Тут ты же музыкант, ты должен черпать. Откуда? Из музыки. Ты слушаешь много музыки, перерабатываешь ее и пишешь музыку. Он говорит, не работает. Наоборот, я смотрю на картину, и у меня начинает играть музыка. Что для тебя, какой источник вдохновения у тебя? Нет, творчество так не работает. Искусственный интеллект, он берет из музыки, да? Нет, творческий мозг, он работает в абстрактных таких понятиях. У меня идеи приходят
или визуально, или вербально, или каким-то абстрактным образом. И потом я их вкладываю в образ там, музыкальный или там видео, или графики. Или... Нет такой формулы. Нет, в творчестве нет формул. Да, продюсерство — это другое, когда ты эту идею уже довел до какого-то уровня, когда ты из нее можешь делать продукт. Тогда начинается продюсерство, математическое мышление и все такое. Но это на самом деле хотя я понимаю, что в этом мире без продюсерства не обойтись, мне не нравится. Мне нравится вот такой натуральный, примитивный образ. Первобытный, да? Мне нравится искусство вот в этом самом первом уровне, когда она выходит из сердца, из души, такая необработанная. Необработанная, да. Я тоже думаю это слово. Когда ты пишешь музыку, например, вот у тебя скоро выходит альбом, ну, по крайней мере, планируется. Вот когда ты садишься работать над альбомом, ну, пока про музыку, у тебя же все равно есть механизм написания музыки. Нет же такого, что ты шел, и у тебя бумк, лампочка в голове включилась, и ты придумал песню. Ты же, наверное, сидишь, что-то наигрываешь, что-то делаешь. Или наоборот, ты делаешь что угодно, кроме музыки, и рождается музыка. Мне все время было интересно, как у творческого человека рождается в голове его творчество. Бывает по-разному. Бывает так, что у меня посередине ночи приходит мелодия в голове. Я просто ее пою в телефоне, да, и потом уже на следующий день накладываю какие-то гармонии, там начинаю делать проект. А бывает так, что просто я сижу у клавиш или с гитарой, и что-то начинаю там... Бренькать? Как у нас говорят. Тоже нет такой формулы, нет аксиом. Все приходит само собой. Мне нравится очень Дэвид Линч. Для меня он и пишет картины, и снимает кино, он делает музыку. И у него, как он работает с идеей, мне очень нравится этот процесс. Ну нет формул. Как так ты чувствуешь себя в этот момент, так и ты действуешь. Как у тебя выглядит день? Вот у тебя есть рабочее время? Или ты как бы творческий человек, он всегда в творчестве? Я всегда в творчестве, я просто иногда отдыхаю. Ты проснулся, сел за клавиши, проснулся за гитару или придумываешь сет, или что? Как вот выглядит? Я по настроению. Иногда бывает, что я утром начинаю что-то делать. Иногда бывает, что поздно ночью. Потому что, у музыканта, у актера, и особенно у диджея, нет, просто невозможно сделать какой-то план. Какой-то график, по которому он живет. Поэтому у меня этот режим очень хаотичный. И бывало такое, что, я не знаю, например, Давай. Я проиграл весь уикенд как диджей, пятница, воскресенье, суббота, воскресенье, может быть, и четверг, я не знаю, бывает. И всегда, и официально у актеров тоже понедельник — это выходной. И обычно я в понедельник после этого уикенда я отдыхаю, иду в ресторан, и там в кино, и бла-бла-бла. И бывало, я проснулся, не знаю, было 3 часа днем, и как-то начал... Давай, немножко позанимаюсь на гитаре. И день, за окном день. И вдруг я замечаю, что мои ноги уже фиолетового цвета. Это была зима в Риге. И за окном
темно. И я там с гитарой просидел где-то 4 часа. Ну вот. Так и вот так бывает. Так что все зависит от настроения, от вдохновения, от дедлайнов, конечно. От дедлайнов. Творческие люди и дедлайны — это еще две разные характеристики. Я почему спросил? Есть две теории творчества вообще. И я даже сталкивался, не помню, читал или нет, была книга, где собраны расписания творческих людей. Распорядок дня творческого человека, там что там Ньютон как ученый работал вот по такому графику, Чайковский по такому, там Достоевский по такому, то есть у всех было какое-то время прямо расписано в тот момент, когда они писали. У Толстого тоже известная история. Вот. А вторая группа людей, она вот как муза пришла. Вот, то есть вот у меня, например, когда я писал, там, вот, садишься в 9 утра, там, тогда-то перерыв, тогда-то вторая часть, и все. То есть я сижу, мне надо там что-то придумать, да, с текстами работал. Придумываю. А кто-то скажет: блин, классно вот вам, творческим людям, сидишь в окно, смотришь, мысль пришла, ты ее записал, деньги получил. Я говорю, так не работает. Я проснулся утром, открыл компьютер и сижу, пишу, что мне нужно написать, потому что, опять же, дедлайны никто не отменял, технические задания никто не отменял. И вот как будто бы два разных подхода к творчеству. Для одних вдохновение — это все, сижу, жду вдохновения, а для вторых какое вдохновение? Сиди, паши, гаммы перебирай, и все. Не, ну гаммы — это одна вещь. Какой ты творческий человек? Ты человек вдохновения, получается, да? Вот так вот. С гаммами ты не сочинишь там песню. Это техническая Это работа. технически. Но это я образно говорю, что там сидишь и ищешь это вдохновение. У меня тоже немножко по-другому, потому что, ну как, я занимаюсь многими вещами, и некоторые требуют вот быть там в городе, некоторые требуют сидеть в студии, поэтому очень много времени занимает вот это долбанное менеджерство, поиск спонсоров, инвесторов. Без этого ничего не двигается вперед. Так что да, ну, нет такого, что ведь сидишь и свистишь, и смотришь в окно, и вот пришла муза, сделал и получил деньги. Эх, так ладно. не работает. Если, друзья, вы такие, то все. Мэтр говорит, так не работает. Есть такое выражение: художник должен быть голодным. Знаешь, чтобы у тебя все время была тяга творить, потому что у тебя нет другого заработка, кроме того, что ты вот, зарабатываешь. Соответственно, нужно быть все время голодным, чтобы работать. Вот. Расскажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя работа творческая либо не творческая для денег и все остальное... То, что дает тебе, знаешь, жизнь, вольность, спокойствие, делать, что хочешь. Либо ты все-таки приходится переступать через себя и делать то, что просят. Нет, я с возраста 15 лет я ушел из дома родителей. В 16 лет параллельно с студиями в искусственной школе я начал работать графическим дизайнером, и с того момента я не делал никакую другую работу, как только творческую. Это принципиально. Я могу поголодать немного, нет проблем, но я никогда не буду делать то, что меня не касается. Писал ли ты, например, музыку или что-то делал, какие-то творческие заказы, которые тебе не нравились, но делал их ради денег? Графический дизайн, наверное, да, мог делать? Большинство этих вещей, да, происходит в рекламе. Я всю жизнь работал в рекламе. После переезда в Барселону я поклялся себе, что никогда в жизни я больше этого не буду делать. Но иногда я грешу, иногда в рамках совести. Но было в рекламе было очень много всяких приключений. Например, ты написал музыку для клиента, послал ему,
Он говорит, ну хорошо, но надо вот что-то там надо изменить, изменить, да. Ну, я изменил, послал. Ну, да, почти, но еще вот это. И уже в третий раз я просто послал этот первый вариант. Да, вот сейчас круто. Сейчас все в порядке. Например, я был режиссер для очень большой компании одежды там, в Латвии, представители, это Big Box, Kubus и все такие. Ну, и я сделал сценарий там для клипа и все такое. Мы сняли этот ангар в Рижской киностудии, все там с зеленым. Ну, и директор этой фирмы, он сидел все время меня рядом со мной и что-то там давал советы. Да. Ну, и в конце концов он меня так задолбал, что я просто сказал, давай, делай сам. И я просто ушел из ангара. Да. Ну, потом я видел, что они там сделали. Это был кошмар полный. Ничего общего с этой идеей, сценарием. Ну, вообще потерял смысл этот клип. И да, таких историй много. Ну, то есть ты больше за идею, чем за деньги? Я к этому веду. Не, деньги нужны, но я... Ну, ты можешь встать и уйти, как бы, правильно получается? Работать как-то в согласии с своей совестью. Например, мне звонили из Макдональдса и предложили делать рекламу для них. Я так и сказал, извините, но если я соглашусь, у меня всю жизнь будет болеть жопа. Потому что ты на сделку с совестью идешь? Да. Да, вот так вот, друзья. У нас в гостях человек, который может отказать братьям Макдоналдам. Слушай, ну это интересно. Хорошо, давай поговорим про театр и вот будем вот вокруг всего этого ходить. Если музыка — это такой душевный порыв, то, что из тебя исходит, ну, когда вот в моей голове, что человек, когда пишет музыку, он какую-то часть себя перекладывает в ноты, да, и все остальные люди, которые слушают, они этот вот нерв, да, вот это чувство, они перенимают. Театр — это все-таки нечто другое, где есть пьеса, которую написал автор, и ты, или там режиссер поставил, да, а ты уже просто своим талантом актера, да, своим актерским гением эту роль воплощаешь. То есть если музыка — это что-то про тебя, то театр — это про вот, ну, я хотел сказать лицедействование, про выражение, то, как ты видишь то, что написал автор и поставил режиссер. Но если ты играешь воистину так, от сердца, ты тоже отдаешь часть себя. Да, я к тому, что... Формат другой. Так и есть, да. Вот я хотел это сказать, что я ничуть не преумоляю там твоего гения, именно как любого актерского гения, потому что он от себя играет. Но он все равно там играет по заданным ему правилам. Как у тебя умещается? Это зависит от режиссера. Например, вот Коршунов, гениальный, знаменитый в Европе актер, с которым мы тут делали спектакль, он дает абсолютную свободу актерам. Актер сам придумает, как он будет преподнести этот характер. И потом, если Коршунову что-нибудь не нравится в этой перформансе, он делает какие-то коррекции. Да, но в основном это очень зависит от режиссера. Я больше про то, что музыкант все-таки это твое выражение личное. То есть без тебя не будет музыки. Да, ну все равно. Но если ты играешь в группе, ты тоже делаешь то, что тебе... Да, поэтому очень часто такие некомандные игроки идут в сольную работу, да, там делают сольный проект. У тебя вот будущий альбом будет, он уже в основном сольный. Да, но в нем участвует около 100 музыкантов из всего мира. Других, но драйвер ты. Идея моя, да. Вот, я про это и говорю, что не сложно ли тебе
Либо, наоборот, это дополняет тебя. Не сложно ли тебе, вот как музыкант, ты главный, а как актер ты все-таки выражаешь чью-то роль, играешь чье-то видение? Нет в голове у тебя, знаешь, как бы там вот диссонанса какого-то, типа режиссер тебе говорит как надо, как он видит, и ты такой... Это Нет. вопрос самооценки. Если ты уверен в себе, тогда у тебя нет проблем работать с кем-то, кто руководит этот проект. У меня не было проблемы с этим. У меня есть некоторые коллеги, друзья, с которыми я работал как collaboration, с которыми невозможно работать, потому что они все время, они боятся, что их недооценят, их часть не будет достаточно реализована? Оценена. Ну, типа они размажутся в общем Да, что массе. Они хотят, чтобы их имя было вот там видно. Я поэтому и спросил, потому что многие идут в какое-то индивидуальное творчество, как раз чтобы быть на сцене в софитах одному, а не в составе группы, в составе какой-то коалиции. Вот я про это. Мне кажется, что музыканты все хотят быть фронтменами, все хотят стоять у микрофона, и чтобы все софиты на него. Нет. Есть у тебя такое? Я знаю очень много музыкантов, у которых есть вот этот майндсет работника. Он рабочий, он пришел на работу. Как у тебя? Нет, я абсолютно... Фронтмен? Фронтмен это одно, но просто для меня важно реализовать мои идеи. Я перфекционист, и мне важно видеть то, что я задумал. Но в то же самое время я очень увлекаюсь работать вот с другими личностями. Потому что с ранних лет я начал свою профессиональную карьеру. Я начал раньше, в 16 лет, когда я играл там по подпольных фестивалях некоторое время. Подпольных фестивалях? Подпольных? Почему? Запрещенные, типа? Underground. Все. Тогда я думал, ничего себе там. Все, underground. Но уже в 18 лет я уже был среди лучших гитаристов Латвии, и состав у меня был такой же самый, как у Раймонда Паулса, те же самые музыканты. Потому что, я не знаю, они, наверное, им нравилось то, что я вот был... Свежий, молодой? Я был другой. Просто это был концо 80-х, начало 90-х, и такого психа, как я, там в Латвии не был просто на поп-сцене. Посмотри, например, это такая группа... Музыканты, например, Питер Гейбриэл или Дэвид Боуи, они все личности, они суперталанты. И с такими людьми очень легко работать, потому что они знают, что они делают, а им не надо ничего никому доказать. И они любят музыку, и они могут играть то, что... И в то же самое время они могут дать от себя, и я всегда оценю, так же, как и режиссер хороший, я ценю каждую идею, которую кто-то предложил. До какого-то финала, до идеального варианта. Ну, просто вот ты привел пример Дэвида Боуи, например, давай так, я не сильно большой меломан, но я не знаю никого больше в группе Дэвида Боуи, кроме него одного. Я к тому, что есть такие люди, вот такие фрики, которые вот на острие атаки стоят, а все остальные просто им помогают, но остальных-то мы тоже не знаем. Я к тому, что и бывают люди, которые, ты сказал, майндсет у них, да, вот это вот образ мысли такого второстепенного хорошего помощника, а бывают люди, которые хотят быть вот единственным. И мне кажется, что вот музыканты, особенно мультиинструменталисты, для них это должно быть свойственно. И когда я узнал, что еще играешь в театре, для меня вот это странно было. Последний концерт в прошлом году, который у меня был в Палладе, у меня на сцене было
основной состав был где-то 15 человек. И плюс там гости, там Иго был, и на самом, да, 25 музыкантов было на сцене на последнюю песню. Тебе нравится Слава? Она тебе больше драйвер, мотиватор? Слава, без разницы, театральная. То есть, когда тебе аплодируют, ну, то есть, у любого творческого человека... Я думаю, что нет артистов, которым она не нравится. Есть какие-то негативные аспекты Славы. Да, например, меня всю жизнь за мной охотится желтая пресса и не оставляет в покое. Это полный бред. И сочиняет истории там всякие. Ну, это ужасно. Но в то же самое время Слава облегчает жизнь в многих аспектах. Так что тебе легче добиться каких-то вещей именно для реализования своих идей. Если тебя никто не знает, тебе труднее там пробиться в радио или там найти спонсора или инвестора. И, конечно, та энергия, которую ты получаешь во время спектакля и концерта, это неописуемо. Это просто... Это наркотик. Ну, считается, что все, ладно, все не буду говорить, многие творческие люди, они такие энергетические вампиры, что чем больше зал, тем они лучше работают, тем им комфортнее, потому что они вот это собирают этот эгрегор весь в себя. Я не согласен, потому что музыкант во время, и артист любой, он отдает от себя очень много. Потому что все люди, которые вот... выходит из хорошего концерта, они тоже... Это не вампиризм, это происходит обмен, циркуляция энергии. Так что я думаю, что это все... Ты бы выбрал играть в маленьком камерном театре или в большом каком-нибудь академическом? Сейчас я не про драматургию говорю, а именно про количество зрителей. Это обе работают. Мне нравится и то, и то. Потому что у каждого, например, у маленьких концертов и маленьких спектаклей есть своя магия, свой шарм. И это другое. Но я не хочу выбирать, потому что мне нравится все. Как всегда. Да, я смотрю, ты очень эклектичный такой человек, много чем занимаешься интересно. Вот предположи, такой экзистенциальный вопрос. 5 миллионов люблю... 10 лет моложе. Не-не-не, к деньгам не буду. Если бы ты не был творческим человеком, чем бы ты занимался? Вот так вот. Есть у тебя какая-то внутри нереализованный маленький росточек, который ты когда-то заглушил творчеством, он не пробился, а ты иногда смотришь туда и такой, пилоты Формулы-1, сейчас бы погонять на болиде. Есть два аспекта, два ответа на этот вопрос. Первый это я параллельно с своей творческой учебой, я и тренировался, я всю жизнь играл в волейбол, баскетбол. С твоим ростом, да. Да. Легкая атлетика. У меня есть 3 спортивных класса советских. Был один момент, когда я был тинейджером, и тренеры из спортивной школы присылали письма родителям, и мне все это пошло в голову, и я давай я буду профессиональным волейболистом. Но это был единственный случай в жизни, когда родители сказали, ты
угомонись. Все в порядке. Да. Не дали росточку пробиться, да? Да, но я все равно, я всю жизнь играю в баскетбол, это, да, на semi-professional уровне. Да, мы играем. Тот вид, в котором сегодня мы тебя лицезреем, как будто бы с баскетболом никак, не связан. Да, я часто играл вот в турнирах стритбола, и тоже у нас был в Латвии такой турнир Дни искусства, где вот все там были команды артистов, актеров, музыкантов, журналистов, архитекторов, и мы вот эти команды творческие собрались люди в манеже, там был полный манеж, это было такое шоу. Ну вот, а насчет того, чисто философически, что бы я делал, если бы я не был творческим человеком, одна возможность, я был бы бандитом. Вот бандит, я тебя прям представляю бандитом таким. Не чисто, как это... Белый... Не головорез, а такой интеллектуальный бандит, да? Белый воротничок. White collar crime. Белый воротничок, экономический... да. Белые воротники, да. Экономические преступления. И возможно, что я был бы революционером. Но это тоже требует интеллект, потому что все самые крутые революционеры, которые были в истории, не генералы, не короли, никто не делал какие-то движения, которые вели бы прогресс, а именно творческая интеллигенция. Например, Че Гевара, Фидель Кастро, все они, Маркс, они все были интеллектуалами. Мне кажется, вообще творческие личности, музыканты, революционеры, это близко, они там где-то пассионарии такие на острие идут. Потому что на самом деле на основе всего философия. Это мать всех наук, без философии вообще ничего не происходило бы, мы жили в пещерах. Ну вот, и я как творческий человек, я очень и сейчас занимаюсь активизмом, и с политикой, и все такое, но, возможно, я был бы более радикальным. Такой странный тебе вопрос, но спрошу. Вообще, мы периодически, когда разговариваем с творческими людьми, я задаю вопрос, как ты относишься к искусственному интеллекту? Объясню почему. Когда только вообще зарождался искусственный интеллект, очень много было разговоров, что сейчас роботы вообще все заменят. Не только именно искусственный интеллект, как в нашем понимании, там, чат GPT, да, или какой-нибудь там Сума, которая пишет за тебя музыку и все такое. Что вообще придет роботизация, придет автоматизация, все человечество заменит, ему не надо будет работать, что будет делать человек? И все отвечали, наверное, человек уйдет в творчество, потому что пока роботы и искусственный интеллект не сильно умеют в творчество, они там что-то только рекомбинируют, а вот ты сегодня тоже сказал, что, да, там, а вот искусственный интеллект, он вот так вот берет, что там перекладывает и так далее. Соответственно, вот как ты думаешь, могут ли все люди... Я сейчас не буду спрашивать тебя про будущее искусственного интеллекта, как он нас вытеснит. Я больше про эту гипотезу, что люди будут заниматься творчеством. Потому что моя мысль, все люди не умеют заниматься творчеством. Далеко не у всех людей есть как проявиться и показать этому миру. Что-то, свою мысль какую-то донести и прочее. Вот как ты думаешь, вопрос в связи с этим, все ли люди способны на творчество? И второе, если вдруг роботы все займут, будут ли люди заниматься, пыжиться, стараться, учиться заниматься творчеством, или они чем-то другим будут заниматься? Это такой очень комплексный вопрос, потому что это связано с очень многими аспектами. Можно вкратце. В том числе с образованием, потому что много людей не знают, как проявить свое творчество
именно из-за того, что эта система образования, она не работает, она не предназначена для образования, она для творчества. Она предназначена для обучения работников, да, не людей, которые мыслят, которые логично что-то анализируют. Исполнители, да? Да, тех, исполнители приказов. Это один аспект очень важный. Почему вообще нам нужно менять всю систему, в том числе образовательную. Что касается, может ли, есть ли у каждого человека какой-то талант, я думаю, что есть. Потому что творчество — это не только музыка, картинки, кино. Творчество — это тоже приготовление еды. Творчество. Например, я сидел в аэропорту 2 часа, ждал самолет, снаружи, и смотрел, как дворник в белых перчатках метет улицу. Это был спектакль, понимаешь? И поэтому я думаю, что абсолютно каждый человек может найти себе какую-то нишу, где он может проявить себя эмоционально, интеллектуально. Я так думаю. Проблема с искусственным интеллектом, да, что сейчас все шиворот на выворот. Если искусственный интеллект, ему нужно было бы делать вещи, которые облегчают человеческую жизнь, которые помогают людям освободить время для обучения, для творчества, для времени с семьей, В то время просто искусственный интеллект сочиняет песенки, а люди продолжают работать больше и больше, и получать меньше и меньше денег. И поэтому, да, это все очень... Искажено, я понимаю, что я вот не так давно тоже... я не то, что прямо изучал, но мне посоветовали пару программок. Первая пишет текст. По-моему, даже я с чатом GPT накидал ему идею какого-то стихотворения абсолютно дурацкого. Он мне его написал. Я такой, жесть какая, конечно, человеку такого придумать, наверное, очень сложно, потому что написал ерунду. Положил его в программу, которая пишет музыку. И он мне в итоге выдал, заполнил колонки из разряда, в каком стиле это должно быть, все такое. И все, и через сколько я потратил на это? 2 минуты. И у меня в итоге вышла песня. Понятно, она дурная и все остальное, но я понимаю, что если меня попросили бы написать это, я бы потратил достаточно больше времени. И как будто бы сразу ценность вот этого человеческого выражения. Понятно, что когда ты творческий человек, у тебя очень много времени идет на образование, на самовоспитание, на самодисциплину, и та... может быть, хитрая или нехитрая музыка или песня, которую ты пишешь, это некоторые выражения твоих мыслей, твоих чаяний, веры, всего-всего. Это прям результат работы. А тут чик-чик-чик, все, что-то готово уже. Но для человека-зрителя, что я напишу, что вот это написано, для него же будет это все равно. И как будто бы ценность творчества благодаря искусственному интеллекту теряется. И также я читал такую одну философскую книжку, прямо там дядька философ, но размышляет про искусственный интеллект. Вот. И разговаривал с одними разработчиками, он брал интервью именно у разработчиков искусственного интеллекта, и вот это, именно и все оборачивал это в философию. И там мне понравился один момент. Парень сказал, что говорит, вообще мы стремимся к тому, чтобы стриминговые сервисы писали музыку под конкретного человека. Вот я хочу сегодня послушать грустную музыку. Он мне не выбирает из всех грустных музык написанных, он пишет музыку прямо для меня. Ему какая разница, есть эта программа, она мне песню написала за 30 секунд.
и все. И получается, что как будто бы необходимость в творческих людях, она пропадает. Потому что, например, я тебя знаю, у нас есть контекст нашего взаимоотношения, и мне нравится, что ты пишешь. Но если я не знаю, ты же пишешь музыку для всех, для зрителя, для слушателя, а так им будет без разницы. Ты ее написал, я ее написал, искусственный интеллект ее написал. Как ты планируешь развиваться в будущем? То есть как ты видишь будущее таких музыкантов, как ты, которые всю свою жизнь копят вот этот материал в голове, чтобы потом излиться, например, в музыке, а тут приходят какие-то операторы искусственного интеллекта, нажали 2 кнопки, и он тебе все это выдал. Ну, я не верю в успехах искусственного интеллекта, потому что поэтому это не беспокоит меня очень. Во-первых, я верю в энергетику как человек духовный, Так. не религиозный, духовный. И я думаю, что интеллект, не думаю, я знаю просто, что искусственный интеллект не может человеку передать вот эту энергию, этот залп, как бы сказать, который может дать вот живой музыкант. Те эмоции, те вибрации, это невозможно. Во-вторых, искусственный интеллект не занимается творчеством. Он не творит что-то, ничего нового. Он просто берет вот... Рекомбинирует. Да. И поэтому он способен сделать продукт, да. Он сделает продуктом. Типа junk food. Я бы называл это junk food. Но настоящие эмоции нет. В-третьих, искусственный интеллект никогда не сможет давать концерты, что есть основное сейчас после того, как вот мир перешел на дигитальный формат музыки. Цифровой. Да. Музыканты не делают деньги, вот продавая песни, они делают деньги и продавая концерты, и мерчендайзинг, и все такое. У искусственного интеллекта нет такой вот возможности давать концерт в стадионах и даже в кабаках. И личность, да, ты с искусственным интеллектом ты не сможешь делать вот интересное интервью. Это да. Человек, он по своей сути, ему нужно что-то, с кем идентифицироваться, о чем думать, о чем мечтать, там, хотеть получить автограф, пойти на концерт и все такое. Ему нужен шоу. Ему нужны настоящие истинные эмоции. А искусственный интеллект он не может. Я почему еще тебя спросил, потому что ты диджей, и когда-то в диджеинг тоже не сильно верили, считали, что это какая-то работа непонятная. Ты взял одну музыку, слепил ее с другой музыкой, получил какой-то ремикс, ты ничего не придумал, были очень большие споры вообще, что диджей — это не музыкант, это вообще плагиат. Это другое, потому что диджей тоже, он ведь дает эту энергию залу. Ну, это да. Но как будто бы тоже имеется в виду, что не делает ничего нового, то есть он как-то, типа, не будет настоящих композиторов и авторов, то и диджеев не будет, потому что им нечего будет менять. Вот толпа, она я не хочу унизить никого, но толпа есть толпа. Им не интересно, как происходит этот технический процесс. Но они не знают этого, но они все равно принимают эту энергию диджея или музыканта. Бессознательно. Ну, и актеры в театре тоже, конечно же, перенимают, да. Они чувствуют вот этот вот какой поток энергии, но они не знают, откуда это идет. Поэтому, это диджей, это музыкант, это актер, который дает им это. И в завершении нашего разговора я всегда прошу какие-то советы, какие-то там твои наблюдения личные. Вот я предполагаю, что нас сейчас слушают
там и смотрят разные люди. И, может быть, кто-то хочет заниматься творчеством, но не чувствует в себе какой-то силы. Знаешь, у кого-то, может быть, эффект самозванца работает. Кто-то думает, да мне вообще нечего сказать миру. Я вот мама ребеночка, мне, может быть, и хотелось бы порисовать или пописать музыку какую-то, или книжку написать, или танцы. Но у меня вообще на это никакого времени нет. Вот ты как человек, для которого творчество — это вся его жизнь, что бы ты мог сказать, посоветовать, не знаю, там, 3 упражнения, 2 совета, 5 наставлений, что-нибудь такое, что могло бы быть практичное для наших зрителей с точки зрения творческого человека и стимулировать их заниматься творчеством? Ну, я могу сказать только одно слово. Определяйся. Определяйся, так. Да, потому что, если ты по-настоящему, если ты хочешь, тебе не нужны советы, ты просто брал карандаш, и ты рисуешь, используешь каждую возможность это делать. Ты поешь, ты берешь гитару, потому что ты не можешь без этого. Тебе не нужен совет, как принудить себя. Если тебе надо себя принудить, то давай думай что-то другое. Потому что художников среднего уровня, которые ни к селу, ни к городу, таких хватает. Хватает творческих людей, которые просто не знают, почему они... Например, у меня был одноклассник в музыкальной школе, которая была крутая музыкальная школа, самая крутая в стране. А он после этого пошел в полицейскую академию. Определился. Да, определился. Есть много людей, которых родители принудили. Почему? Это бессмысленно. Если ты не знаешь сейчас, я уверен, что в какой-то момент в жизни придет это понятие, что ты хочешь на самом деле. А принудить себя не надо. И особенно если ты молодой, не знаешь, что хочешь. Просто живи. Потому что потом придется пахать. Пахать, да. Тоже верно, да. Ну что, друзья, тогда, значит, если пока еще не решили заниматься творчеством, то, может, тогда и другим чем-то заняться, да? А если уж решили, то занимайтесь. Если ты чувствуешь вот такую нужду, давай, копай. А если нет, зачем? Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что летом, как ты ожидаешь сам, выйдет новый альбом. Про тебя у нас будет в любом случае описание, поэтому, друзья, с таким интересным человеком надо поддерживать отношения, контакты, и его творческой энергией вдохновляться. Я хотел заметить, что вот на прошлой неделе мы запустили испанский сингл, испанскую версию сингла. Песня, английская версия была номер 1 песня в Латвии в 2017 году. И мы вот только что сделали и запустили испанскую версию. Называется «Dime que me amas ya» с группой Рига, который был проект другого чувака, в котором я участвовал как музыкант без проблем. Группа Рига. «Dime que me amas ya». Послушайте эту песню. У нас сегодня у всех домашка. Да, закину ссылку. Отлично. Все, будем слушать. Спасибо большое, Гаспар. Друзья, спасибо, что досмотрели и дослушали этот подкаст до конца. Уверен, вам был интересен так же, как и мне. Обязательно нажмите все кнопки, которые для нас предоставили сервисы YouTube и Spotify. И увидимся на следующих наших подкастах. Пока!